Всем привет! Меня зовут Татьяна Шумилина. Вы находитесь на моем канале, который посвящен вязанию. В основном я занимаюсь вязанием сумочек и пишу по ним мастер-классы. Так вот, сегодня я хочу провести обзор фурнитуры, которую я использую для создания своих авторских сумочек с фермуарами. Ссылочки на всю фурнитуру, которую я сегодня буду показывать, есть в описании под видео. То есть ссылочки на продавцов, у которых можно все это приобрести. Также мои мастер-классы по вязанию сумок, которые я также сегодня покажу, можно приобрести на моем сайте. Ссылочка также в описании. И, скорее всего, вы будете спрашивать, из какой пряжи я вяжу свои сумки. Ссылочка на продавца также есть в описании. Итак, начнем, пожалуй, с самой популярной модельки. Это сумка Миледи. Моя авторская модель. Это самая первая модель сумки с фермуаром в моей коллекции. Делается она вот на таком фермуарчике круглом. В закрытом виде он полукруглый, а в открытом виде вот такой вот кругленький. Этот фермуарчик пришивной. Пришиваю я его силиконовой нитью, либо леской. Фермуарчики эти довольно хорошего качества. Я пробовала и другие, но в итоге остановилась на этих, потому что, в принципе, меня они устраивают на все 100%. Я их уже заказывала очень много раз. Заказываю я все это на Алиэкспресс. В принципе, в России это тоже можно купить, но это будет дороже, во-первых. Во-вторых, это будет то же самое, то есть то, что куплено было на Алиэкспресс и перепродано вам уже дороже. Плюс еще придется платить за доставку. Сумка Миледи у меня также представлена вот в таком варианте. Она на фермуарчике уже другом. Этот фермуарчик у меня на винтах. Вот такой вот. В принципе, тоже хороший фермуарчик, но здесь есть нюансы. Когда вы к нему крепите такую вот тяжелую вязаную сумку, у него вот здесь вот могут провисать, то есть сумка ваша может в середине вот тут вот провисать. Сейчас объясню почему. Потому что у этого фермуара далеко расположены друг от друга винтики. И когда вы крепите к нему тяжелое изделие, естественно, оно может вот здесь немножко вылезать и вот так провисать. Поэтому этот фермуарчик нужно обязательно посередине подклеивать. Подклеиваю я его жидкими гвоздями. Обычный клей, жидкие гвозди. Видеоурок по подклеиванию такого фермуарчика у меня есть бесплатный на моем канале. Ссылочку также оставлю в описании. Эти фермуарчики мне нравятся тем, что они смотрятся вот так вот прям стильно, дорого, то есть как-то вот эффектно. Поэтому я их очень люблю, несмотря на то, что с ними возникает такая дополнительная сложность, и что их нужно подклеивать. И то же самое касается вот такого фермуарчика. Тоже очень стильный, тоже очень эффектный. Я сначала, когда в первый раз с ним поработала, очень разочаровалась, потому что здесь тоже, смотрите, вот они. Вот эти винтики, они довольно-таки близко друг к другу, а вот здесь, вот в этом промежутке, как будто бы не хватает одного винтика вот здесь, да. И меня это очень разочаровало, потому что вот в этом месте у меня сумочка провисала. Вот она, кстати, эта сумочка. Сейчас я вам ее покажу. Вот она. Очень красивая, очень эффектная, конечно, она на этом фермуаре. Но была такая проблема. И, соответственно, мне пришлось ее решать с помощью клея. Вот здесь вот я подклеила. И, в принципе, все стало на свои места. Но только вот единственное, что я здесь немножко испачкала подкладку. И теперь не знаю, чем ее отмыть, отстирать. Но если работать аккуратно, то можно сделать все красиво. А какие я использую для этих сумочек цепочки? В последнее время я покупаю
вот вот такие цепочки. Очень-очень они мне нравятся. Сейчас я отстегну, покажу. Они вот на таких вот карабинах красивых. Сама цепочка такая добротная. Очень богато смотрится. Стоит она в пределах 400 рублей. Даже у некоторых продавцов есть и по 500, но она стоит того. То есть она действительно прям смотрится очень эффектно. Для этого фермуарчика вот золотая цепочка есть такая же. Так, и вот здесь вот у меня другая цепочка. Это уже немножко подешевле, но в принципе она тоже смотрится довольно-таки интересно. Она, видите, такая вот прям такое у нее необычное плетение. Карабинчики здесь немножко попроще, но она и подешевле. Она стоит рублей, наверное, 250. То есть это уже вместе с карабинчиками. То есть вам не нужно ничего покупать отдельно. Она вам приходит уже с карабинами. И цепочки продаются разной длины. От 100 и даже, по-моему, от 40 и до 140 сантиметров. Оптимальная длина для сумки кроссбоди 120 сантиметров. То есть такую сумочку на цепочке 120 сантиметров можно носить как на плече, так и через плечо. То есть длины цепочки хватит, чтобы носить сумочку через плечо. Далее. Эти цепочки, кстати, тоже разных размеров, то есть их можно заказать уже под свой рост и под свои потребности, так скажем. Далее, по стоимости фермуаров. Вот эти фермуарчики совсем недорогие, они где-то 200-250 рублей за штучку. Ну и, соответственно, бесплатная доставка, если вы заказываете на Алиэкспресс. Вот эти фермуарчики уже идут подороже. Вот эти, наверное, рублей по 500 за штуку, а вот эти около 900 рублей за штуку. Вот, ну, они, соответственно, и смотрятся, да, как бы видно, что они дороже по сравнению вот с этим фермуаром. Вот, ссылочки на всех продавцов оставляю, смотрите в описании. И хочу вам показать еще один фермуарчик для сумки Миледи, который я заказала на пробу, и мне он очень понравился. Это вот такой вот шикарный фермуар, сверху дерево, а внутри металлическая рамка. Он стоит 1500 рублей, но он того стоит, поверьте мне. Сделано, естественно, все качественно. Претензий нет абсолютно у меня. Застегивается. Вот посмотрите, какая застежка у него здесь. И расстегивается легко. Также он на винтике. Вот, кстати, да, на винтиках к каждому фермуарчику идут в комплекте вот такие винтики. И к нему я заказала вот такую вот цепочку. Тоже шикарная. Тоже заказала первый раз на пробу. И она очень дорогая. Я решила заказать сначала маленькую на пробу. Вот. Это длина 40 сантиметров. И стоит она что-то 300 с чем-то рублей. Вот эта вот маленькая цепочка. Ну, соответственно, 120 сантиметров будет стоить раза в 2 дороже, а то и в 3. Смотрите, как она шикарно смотрится вместе с этим фермуарчиком. Вот у меня сумочка уже связана под него. Хочу сделать ее красной. Вот. И вот таким вот образом будет все это выглядеть. Еще одна моделька сумочки на фермуаре. Это вот такая вот малышка Лилу.
Мастер-класс по ней у меня тоже вышел, его уже можно приобрести на сайте. Это такая вот мини-кроссбоди. Сюда помещается телефон, ключи от машины, ключи от квартиры, ну и визитница. Вот, в принципе, да, все самое необходимое можно сюда уместить. Вот, просто сейчас эти сумочки довольно-таки актуальны, я решила сделать вот такую модельку. Вот, значит, она у меня представлена на нескольких фермуарах. Вот этот на винтах, вот этот на винтах. Ну, в принципе, это идентичные модельки. И вот такой вот точнее, пришивной фермуарчик. Вот он, видите, пришит. Сейчас покажу вам эти фермуарчики поближе. Вот он такой черный. Тоже, кстати, качество у него отменное. Очень прочный металл. Все хорошо скреплено, нигде ничего не болтается. Значит, в комплекте вот они винтики. Вот такой вот пришивной фермуарчик прямоугольный. Качество тоже хорошее. Металл везде прочный, довольно-таки толстый. Бывают, знаете, такие совсем хлипкие фермуарчики, такие, знаете, из тоненького-тоненького металла, с которыми даже страшно работать, если честно. Вот эти фермуары все хорошие. И вот такой же есть еще круглый. Ну, это из той же серии, что и для сумки Миледи, только маленький. Вот, и по ценам. Сейчас я вам прям даже покажу на планшете. Вот он, черный фермуарчик. Значит, он мне обошелся 729 рублей за 3 штуки. 3 штучки я заказывала. Ну, то есть где-то 250 рублей за штуку он получается. Значит, вот этот золотой. Кстати, очень классный фермуар, он мне очень понравился. Он довольно-таки дорогой, 340 рублей за штуку. И вот эти вот, они уже попроще и подешевле. 167 рублей за штучку. И такой же прямоугольный, вот он, 290 рублей за штучку. Этот будет подороже, чем круглый. И цепочки я сюда использую точно такие же, как на сумку Миледи. Вот они. Длина цепочки также 120 сантиметров. Теперь я хочу вам показать деревянные фермуары, которые я использую для вязания клатчей и саквояжей. Значит, вот так выглядит клатч. Он называется у меня клатч элегант. Мастер-класс, конечно же, по нему есть. Вы можете его приобрести на сайте. Вот таким вот образом он выглядит внутри. Вот, и для него я покупаю вот такие вот фермуарчики. Размерчик у него 32 сантиметра в ширину и в высоту 8 сантиметров. Эти фермуарчики также на винтах. Винтики также идут в комплекте. Качество, вот я вам показываю. Все прилично. Все хорошо. Вот. И вот он же в цвете дерева, натуральное дерево. Поверхность у него такая вот прям лакированная. По стоимости, вот они, эти фермуарчики. Покупала я его за 1350 рублей. Значит, вот смотрите, здесь есть разные размеры. То есть можно заказать поменьше, 25 сантиметров шириной. Вот он, 32 сантиметра, 1348 рублей. Если поменьше, то 1050 рублей. Да, это фермуары не дешевые, но, согласитесь, они стоят того. То есть выглядят они очень эффектно. И, в принципе, разориться можно, я считаю, на него. Далее. Вот эти фермуарчики поменьше.
Ну, точнее, они не поменьше, а просто поуже, но высоту они повыше. Их я использую для вязания саквояжа. Вот такой вот саквояж, он называется Одри. Мастер-класс также на сайте. Вот таким образом он выглядит. Ну, в принципе, то же самое, что и фермуар для клатча, только немножко размеры другие. Значит, вот оригинальная модель моя первоначальная, по которой я снимала мастер-класс, она у меня вот на таком фермуарчике. Но сейчас я их не могу никак найти в продаже, именно вот этот размер. Здесь у меня 28 сантиметров ширина. Вот, их почему-то сняли с производства, наверное. И в основном везде продают вот такие вот 25 сантиметров, либо большие 32 сантиметра. Ну, 25 сантиметров тоже подойдут, подойдет. Вот такой вот он квадратный в раскрытом виде. Качество тоже у него хорошее. Здесь вот небольшой скол, но это, мне кажется, уже я сама где-то его... Он у меня очень давно лежит. Вот, и я могла его сама где-то повредить. Так, сейчас я вам покажу саквояж еще в другом цвете. Ой. Вот он такой же саквояжик в черном цвете. И еще есть саквояжик вот такой. Здесь уже фермуарчик с ушками, на которые можно прицепить цепочку. И он вот такой вот, не с острыми углами, а с закругленными. И он немножко поменьше, то есть сама сумочка получается небольшой. У него внешний размер 25 сантиметров ширина, а здесь 7 сантиметров высота. Вот, ну, внутренний, соответственно, еще меньше. Вот. Но этот вариант удобен тем, что на него можно надеть цепочку и носить на плече. Кстати, цепочка еще у меня есть вот такая, тоже очень прикольная. Она, видите, такая кругленькая, как змейка. Ссылочку на нее тоже оставлю. Цены на эти фермуарчики примерно такие же, как и на клатче, то есть они где-то от 1000 до 1500 колеблются. Вот этот немножко подешевле, его можно найти рублей за 800, даже, может быть, и за 700 у некоторых продавцов. Можете перейти по ссылочкам и посмотреть цены, которые на сегодняшний день актуальны, потому что они могут также меняться. Вот, и у разных продавцов они могут быть тоже разные. И напоследок вам хочу показать еще два фермуарчика, но их я вам рекомендовать не буду. Я, наоборот, буду вам рекомендовать их не покупать, потому что они пришли мне ненадлежащего качества. Они пришли мне от одного продавца, и оба плохого качества. Значит, начнем вот с этого. Вот, начнем с того, что у него скол на поверхности. Вот здесь вот тоже какие-то потертости. И крепление у него сломано. Точнее, оно было не сломано, а вот так вот расшатано. И когда я его взяла в руки, у меня это крепление вылетело. Вот, ни в коем случае не рекомендую вам такой фермуар. Вот, хотя на фото продавца все было прям идеально, все красиво. Не помню почему, что то ли отзывов не было, то ли было мало отзывов. В общем, я рискнула его заказать. Вот, и промахнулась. И второй. Этот вроде бы ничего по качеству, и выглядит он тоже вроде бы нормально, но у него вот здесь вот внутри сплошные щепки. То есть вот здесь вот, да, то ли не отшлифовано, то ли, не знаю, не обработано должным образом. В общем, вот здесь вот эти щепочки торчат. Запросто можно посадить занозу. Здесь вот куски какого-то то ли клея, то ли смолы, то ли лака, непонятно. В общем, наверное, ну, скорее всего, наверное, лака, которым обрабатывали. Марочки тоже не дешевые. Вот этот стоил 700 с чем-то рублей.
около 800. Вот этот стоит 900 рублей. И вот как бы понимаете, за 900 рублей, да, такое качество, ну, никакое, можно сказать. Конечно, будет обидно, да, если вы потратите деньги и получите такой товар. На этом я буду с вами прощаться. Всем спасибо за внимание. Если есть вопросы, задавайте их в комментариях и подписывайтесь на мой канал. Также заходите на мою страничку в Инстаграм, там тоже очень много полезного и интересного. Ссылочка на Инстаграм есть в описании.